В тени старых яблонь, где ветер шепчет тайны, мы сидим вместе, глаз заря не отводя. В улыбках свет и покой, как светилы они, и пахнет лето там, где прошлое складит твердь. Рядом минуты, долгота в них сквозит. В каждой травинке знание веков звенит. Это время в саду, сон наяву, где вечная любовь согревает тьму. Листья шепчут невзгоды, к нам стучит звезда. Время в саду навеки след оставляет. В смысле? Под этот поползла. Стойте. Там, о, что это? Норка. Тихо. Ты что? Яйца тырит. Не смотрите. Шурочка, что неправильное название дал тебе, да? Подписчики говорят. Кто? Жучка, не жучка. Наверное, надо Артем его... Кого холодильник? Ты бы там искать 4 войдет. Сейчас давайте засыпем. Ну. Сюда? Да. Всем привет! Мы начинаем новую серию с заготовки кормов птиц. Уже с дедом второй день ездим. А вам приятного просмотра. Как куда? В морозильную камеру. Чтоб не испортилось. Был камера для хранения зерна суп. Для охлаждения Там молока. еще влезет один. Да, влез. Куда? А кого ты спрашиваешь? Холодильник А влезет. холодильника спрашиваешь или меня? А кто высыпает, я или ты? Интересно. Кукуруза с зерном. Как бы большая пропорция белка не надо, будем добавлять еще зерно. Для кукурузы. Так у нас в этом холодильнике для зерна же жучка ж котят родила. Да, да. Да, Артем там роды принимал почти. Мамку показывал, что такое дети. Меня называли мамкой холодильника. Но, Да, она здесь постоянно охотится. ну, а потому что тут же мышки бегают в Там зернохранилище. охотники, дед говорит, Матроскин тут сидит всегда Матроскин в дверях, в дверях, в а Лапка всегда за домом тусуется там. Еще пока не ушатал манипулятор, говорит. Еще новый. Коров нету, ровно не надо. Знаешь, что еще нам надо от пока ты не снимаешь. Так. Давай мы с тобой вот эти два рулона катим сюда поставим. Давайте. Потому что куры, чтобы не вылетали, они еще на рулон. А, они отсюда перелетают туда. Были А замечены. что ты не предложил мне это Были сделать? замечены. А вы просто сетку рано сняли. Они начали. Потому что нам не надо было. Ну давайте. Так, сейчас в первую очередь что делаем? Нет, не то делаем. Чистить. Корыто убираем. Еще сразу повыльнем,
Далеко не будем ковылять. Сейчас. Пойдем. Трамбовка ручная. Тут сколько земли я перелопатил лопатами. Все, что перед домом, все вручную практически. И вот этим вот вибратором. Слушай, что там еще есть. Так. Хорошо. Такая. Идет. Не паешь ни хрена. Да. Я держу, не бойся. Так, тихонько. Стой. Так, чтобы он сохранился, полностью сохранится. Так, хорошо, не бойся, хорошо. Ничего. Да? Я отсюда попробую. Давайте. Все. Дырка получилась. В смысле? Под этот поползла. Стойте. Там, о, что это? Норка. Тихо. Ты что? Яйца тырит. Вилы надо. Вон, два яйца. Что? Вот, два яйца, смотри, носит. Тише, Крадет. не гони ее, она сейчас отсюда. Индюшины, там, наверное, тоже индюшины. Ага, да, вот вижу. Это прикинь? Ну, Помнишь, у нас у жучки на ноге отгрызано было? Чтоб она Клок. отсюда не сбежала. так это... На рыбу сдавить или хорек. Хорек, это хорек. Большой хорек. Съедает? Ага. Да, вот. Угу. Може, курібичний суття він з'їдає і все. Да, конечно. Вот там индюшина лежит, а что там дальше в его, где его тут нора? Сейчас тут вообще десятков пару найдем. Сейчас это мы рвоно убираем, эти подоны. Ну, давайте. Короче, не споймали. Можно, вон тут шкарлупок. А может, когда у них этот... Так, Как у них, окот или что там у них? Показывайте. а тут его хранилище тут. І яйця? Да. Ну, конечно, что. А сколько он тут натаскал? Ну, это я... Козлин. О, він собі зиму забезпечив. Да. Він їх поз'їдав, що забезпечив. А, поз'їдав. Ну, Может, конечно. что дальше у него холодильник? Здесь его термо... Ой, и там дальше. О, а он целая лежит. А нет, съеденный тоже. Вот где наши яичницы. А ти кури не несуть. Не несуть, їх поїдає, а такий красивий. Но с такими пятнышками. Бляха. Шустрий видно. Но я подписчикам не сняла. Я сразу закрывать начал. Не. Сразу закрывать начал, где цвет Он не пошел. потом бегал, и я не А що ж снимала. не делать? Ой, и тут... О, вываливаются шкарлупки. Ой, а там миші. А, жучка. Жучка. Иди. От кого? О, з тих обур'яних прийшов. Як убереться те, в курятнику жолоба підтягувати, бо як убереться по цій жолоба, то закриють за 10 сил. Вы поднимаете, а он так не то что быстро,
А так хвостом виляючи, так шук-шук. Я думаю, Местный. лапка, что там лапка делает. Местный шеф, блин. Ну, а потом говорю, там что-то Перед тобой лазит. красовался. А он такой же пушистый, как она. И цвета такого же. Ну. А потом назад вылез, я уже понял, что что-то это не лапка. Ну, теперь думайте, как словить. А что думаете? как Вот ты точно решил? такой же нам на чердак яйца носили. Ну, 100%. Точно такой же. Мгм. Может, это и он. Уже назад вернулся. Переселився. Да. Не пустили в дом, нашел курей не себе. трогает, что-то такое дело. Пока. Пока. А как будет трогать? Ну, это А что ты, а как ты его споймаешь? мы магазин разобрали у него, сейчас посмотрим, куда он дальше пойдет. Сейчас все разбомбили, там я не знаю, куда им будет. Может, испугается. Все с тобой было. Он так ползет, я так смотрю, о, ползет. Я думал, ты как, что ты там шевелится? Я думал, кошмара крыса. По-моему, это крыса. Я лапка подумал. Не- Он не- сидел прямо вот там, вот. Не него, только проткнул. Потом он обратно туда, где-то он под второго вывел. Ручкой его гоняет. Она такая рыженькая прям. Твердає. Вот это да. Это хорошая тыква. Это. Так, Сорт хороший. я не зміну ету тамову. Трохи додати, попробуємо зваримо з її. Как все поняли, будем мы делать цукаты. А то писали, что мы не снимем. Все мы снимем вам. Некоторые даже писали, что ждут рецепт. У них есть тыква и ждут, как же делать цукаты. Поэтому будем сегодня показывать, рассказывать. Так, для
цукат нам надо сахар, лимонная кислота и тыква. Все, больше ничего не надо. На килограмм тыквы 250 грамм сахара и чайная ложка лимонной кислоты. Сейчас, это тяжелое, толстое. Так, сейчас мы тыкву засыпаем, чтобы она пустила сок. Она у нас будет стоять. Вот и пусть. Тут 2 килограмма? Тут 2 килограмма. Все, мы засыпали нашу тыкву. И сейчас убираем ее в холодное место. Ну и будем смотреть, за сколько времени она пустит сок, чтобы ее варить. Друзья, приехали мы к нашему второму чудесному домику в лесу. Будем заниматься сегодня печкой. С прошлой серии, дорогие друзья, вы помните, что мы все-таки приняли решение полностью очистить печь от штукатурки. Вот это вот все, это практически все печь, за исключением раз, маленький кусочек, и вот этой вот стенки, которая не греется. Все остальное, вся остальная стена обогревается 2 печами. Конечно, безусловно, мы прочитали все 1000 комментариев, которые вы нам написали, и учли ваши требования насчет дымохода в одной печке и дымохода во второй печке, что нужно сюда установить дверцы. Поэтому все материалы, которые нам нужны для штукатурки вот этой вот огромной стены, мы купили. Приехали сегодня, начнем заниматься. Впервые я буду штукатурить самостоятельно печь и вообще учиться этому, ну, наверное, интересному делу. Я уже думал насчет вот этой двери в другую комнату, где печь стоит. Может ее снять и заштукатурить целиком. Но это не очень удобно, наверное, будет. Потому что вот эти вот кирпичи, они лежат в такой цельной подставке.
это крепеж, он держит камин, дымоход из этой печи, поэтому я его оставлю. Единственное, что может быть, потом мы снимем эти двери, тут будет либо проход, либо что, и мы сюда аккуратненький такой обналичник сделаем, и все. Штукатурить будем вот сюда, за подлицо, вот так, к двери. Друзья, вот такие вот старинные дверцы мы приобрели на нашу печь, на наши две печи. Нашли. Они исправны полностью, две в рабочем состоянии. Плюс такой вот приятный подарок. Люшечку нам тоже подарили. Осталось только примерить. Но я так прикинул, наверное, они вот в наши прочистки, вот эти места, где мы доставали кирпичи, скорее всего, они не влезут. Поэтому сейчас в первую очередь их примеряем, а потом уже будем заниматься штукатуркой. Потому что нужно будет, скорее всего, вырезать, либо выбивать. Хотя, может быть, и станет. Что-то я... Может быть, друзья, оно все подойдет. Все, подогнали мы под размер. Да, действительно, дверцы не становились. Но теперь вот они плотненько вот так вот становятся. Чик-чик. Вот такие я их устанавливать не буду. Я либо сам попробую их очистить, либо, возможно, завезу на пескоструй. И потом мы покрасим их черной термокраской. Еще разок пройдусь шпателем по всей печи, и нужно будет немного углубить все швы. Так вот пройдусь. Их везде поуглубляю, для того, чтобы, во-первых, было хорошее сцепление, чтобы раствор держался. Ну и все швы еще раз хорошо проштукатурятся и дыметь уже не будут. Ну что, друзья, печку полностью очистили, протирали, где возможно, швы в таких максимальных местах, загрунтовали полностью. Ждем, пока она подсохнет, и начнем уже первым слоем штукатурить под сетку. Раствор для штукатурки у нас называется печник, кладочно-штукатурная смесь для печей, каминов, жаростойкая. Смесь готовится очень просто. Если под кладку на 20 килограмм на этот мешок нужно 4 литра воды, а если под штукатурку 5 литров воды. Сейчас замешаем один мешок, посмотрим, как его будет хватать и насколько.
Друзья, делаю это впервые. Будем учиться вместе с вами, с теми, кому это тоже интересно. Поехали к новым достижениям. Что хочу сказать. Я таким делом занимаюсь впервые. И чисто сделав выводы для себя, понимаю, что как-то очень легко у меня все пошло. Я просто начал лепить, и все, и оно само по себе стало получаться. Ну, как я это вижу, что стало получаться, потому что заштукатурить у меня вот эту стену получилось, ну, за часа, наверное, 2. Это я никуда не спешил. Я учился, можно сказать. И результат меня более чем устраивает. Это 100%. В принципе, я результатом доволен. А это значит что? Это значит, что у нас все получится. Мы ее заштукатурим. Мы ее максимально выровняем. Да, я от себя не буду требовать того, что я ее тут выровняю прям вообще супер-пупер. Но она будет выглядеть гораздо лучше. Это 100%. Поэтому на сегодня закончим. Заштукатурить вот получилось у нас ровно половину. Осталась другая половина, и та стена гораздо ровнее, чем эта, поэтому я думаю, что там пойдет все гораздо быстрее. Ну, а мы на сегодня в нашем доме, который пытаемся восстановить, просто из дна его достать, будем заканчивать. Мы не выдержали. У нас еще дилемма с плинтусами, на самом деле. Да? Что делать? Стали ставить, либо что-то другое. Есть такие, как планки плинтуса, потому что мы не знаем, ну, будут ли они тут смотреться. Правда? Ну, уже прямые, может. Да, но мы поехали за столом и за столом. Не за плинтусами. Ехали за одним цветом, ехали за... Просто видели одно, а в конечном итоге купили вообще другое. И цвет стола, и все, и, ну, это любовь просто случилась. Глаза просто бьет от этого все очень красиво, но как оно будет смотреться с кухни, мы пока не знаем. Еще у нас будем кухни как-то это все совмещать.
Но сейчас мы вам покажем, что мы купили. Да как-то так. Ну что вы скажете? Мы ехали за круглым светлым столом, потом мы увидели там деревянный, большой, просто да, мы с тобой ходили и увидели потом как-то резко деревянный. Он был с дефектом, и потом мы увидели вот этот вот стол. Удобен тем, что с любой стороны, это раз, он из чистого дерева, это мореный дуб, настоящий стол, из настоящего дерева. Вот он А стулья на камере не Просто такого цвета. не такого? Они на камере как коричневые. Да ну. Да. Они на самом деле что-то Бордовый, бордово-коричневое. Ну вот ты сейчас сидишь, они коричневые на камеру. И вот он такой, он как велюр. И мы хотели такие потемнее, чтобы не так было видно, если он где-то там вымажется. Потому что светлый, на сильно темном цвете видно сильно грязь, и на сильно светлом цвете видно грязь. А вот здесь, мне кажется, так не будет. Сюда светлые бы не подошли. Вы бы видели нас в этом магазине, на каких мы только стульях не сидели. Что мы там так не делали. И потом нам продавщица помогала. И говорит, нет, эти стулья, больше другие не подходят. Нет, это только этот стол, больше другой не подходит. Мы ей объяснили, какие у нас обои. И она сказала, вот этот стол. А какая у вас кухня? Я говорю, у нас еще нету, в процессе. Но уже будем кухню подбирать под это. Знаешь, на самом деле, вот место для приема пищи – это самое главное вообще место. Вот сейчас здесь появился стол, появились стулья, и вообще все по-другому пошло. Вот вообще по-другому. Еще осталась кухня. Сразу есть хочется. Наши цукаты простояли ночь и пустили вот так вот сок. Они у нас стояли с обеда до вечера. Пустили сок, но мало. И мы их оставили на ночь. Надо оставлять на ночь. Сейчас ставим на огонь. И как закипит, да? Да. Как закипит, 3 минуты варим и отключаем. И оставляем до полного остывания. И еще раз, да, надо будет сварить? Да. Как остынет полностью, мы еще раз сварим 3 минуты и готово. Все, доварилась вторая кастрюля. И оставляем остывать. Или вот так. А, нет. Мама, как отклеивать? Пока не отклеивай, когда ты упаковываешь. Так. Давай я буду. Вот так. И аккуратно вот по шву, вот тут складывать. Чик. Все. Тут не открываю. Все. А нет. Мама, я тебя люблю. Папа, я тебя люблю. Мама, я тебя люблю. Что? Продолжаем кухней заниматься. Ну да. Всем семейством. Кто-то наклейки. Мы с Тимуром плинтусами. Это уже начало, я смотрю, пол, да? Угу. Хочу, Пошли покажем, как за лето он... Плитку. Просто у нас такое белое пятно из дома. чтобы вы понимали, у нас робот-пылесос ездит каждый день, моет пол, просто каждый. И я делаю генеральную уборку, то есть пылесошу обычным пылесосом и мою пол сама. Да, и мы после лета пошли попробовали плитку отмыть, и мы поняли... Пойдемте покажем. Хозяин растет. Вот, смотрите. Видно. Да.
За швами на самом деле нужен уход. Они у нас вот тут светлые такие. И я думаю, что вот их больше всего вымазал ну, пылесос. Он так вычищает, вычищает. А вот здесь в швы, так как тут фуга, она так забивается чуть-чуть. Ну а за лето вот мы плитку просто туда-сюда ходили, дети бегали, вечные игры. И сейчас будем зиму отмывать. Вот она вот такая вот должна быть. Мы даже забыли цвет ее. Ну, я прошлой зимой генералила ее полностью. Ну мы на зиму моем ее, а вот у нас за лето вот так вот превращается. Вот это лето, а вот это... Оно такое будет скоро. Поэтому вечерами мы тут вот поклеили кухню. Будем где-то отмывать, где-то что-то ремонтировать, что за лето. Летом же дома не уделяешь вообще никак внимания. Ну что, получается у тебя? Нет? Нет, не могу поставить ее. Надо в руках держать ее. Так на другие не ложи, сейчас все попилишь. Ну. Ну, равно, давай помогу. Одной рукой. Ой. Ай. Фух, фух. Да. Молодец. Юху. Так, что теперь нарисуем? Мы, кстати, на кухню добавили света. Очень много. Почти в 2 раза все лампочки увеличили по мощности. На кухне у нас вот получается 3 встроенных над обеденной зоной, потом светильник посередине и 3 встроенных над зоной готовки. У нас все лампочки были по 7 Вт, да? Все полностью. И в светильнике они были все светодиодные. И вот эти встроенные, а сейчас мы сделали все по 12. И хорошо, да? Вообще классно. Само то света сейчас, правда? Да, нам советуют делать светленькую кухню. Под цвет Ну, дверей. мы так и планировали. Угу. Ну, как-то планировали одно. Как и со столом и со стульями было. Приедет мебельщик, там посмотрим. Вот. Но мне нравится. Да? Да, класс. Цвет такой богатый. Камера не передает Не на самом передает. деле его. И цвет стульев не передает, и цвет стола. Естественно, что вживую совершенно по-другому все. Так многие писали, что типа очень здорово, но я типа уверена, что вживую просто вау. Угу. Каждому, конечно, свое нравится. Кому-то нравится светлое, кому-то нравится темное. Поэтому на вкус и цвет товарищей нет, есть же такая пословица. Поэтому нам нравится. Кому-то наш дизайн нравится, кому-то не нравится. Мы ж не всем можем угодить. Давай я напишу. Мама, мы? А это не почищу. Почищу.
Как это называется, что ты сейчас играл? Куранта. А сыграешь, что ты на конкурс играл? Сейчас. Он участвует в конкурсе. Встала. Вывод. Генеральную уборку надо делать почаще. Времени нет. Как почаще? Раз в год, что ты хочешь? Огороды, посадки, урожаи и все Зимний остальное. период Зима можно для прям того, выделить. чтобы генеральными уборками заниматься длинные вечера, поэтому как есть. Я думаю, все только зимами в доме порядки, ремонты Когда мы с делают. тобой жили в квартире до переезда сюда, я тем более сидела в декрете, мне было нечем заняться. Только убирайся. Я и помнишь, убиралась каждый день на пол. Мгм. Вот. Хорошо, что у меня сейчас есть помощница моя, прям я ее люблю. Мой пылесос, а тем более у нас 2 кота. Николь, волосы девочка длинные, я волосы девочка длинные. И у нас не видно нигде ни шерсти, ни волос. Наш пылесос просто справляется на ура. И всегда и пол я поготовила, пылесос пустила, он не понял. Что мы раньше без него делали? Я не знаю. А особенно в летний период, да, Мгм. когда ты на огороде до 11. Так вообще, то сейчас есть время поубираться. Предостаточно. Хочу посоветовать. При помощи какого предмета, я, наверное, как-то рассказывал. Ну да, При помощи какого предмета потолочные плинтусы, которые под натяжные потолки, вот они такие маленькие, они вставляются сюда. Лучше всего просто ложка. Она так хорошо ложится в руку. И вот так вот по направлению идешь. И все, идеально просто. Не больно, ничего не натирает. А чем я только не пробовал.
На тебя похож. На меня? Да. Матроски. Мы похожи, говорят. Угу. Ты похож? Они скоро поедут к врачу. Хочешь к врачу? Ну, Надо к я врачу. позвонила. Сказали еще немножко подождать, чтобы подросли. И мы будем нашу лапку стерилизовать, а его на кастрацию. Мы же от мамы привезли много тыквы. И помимо цукат, надо же с нее еще что-то готовить. Ну да, мы обещали вообще-то приготовить с тыквы. И как поняли, столько блюд всяких с тыквой есть. Мы искали и поняли, что это просто Очень можно много. каждый день хоть блюдо из тыквы готовить. И я сейчас хочу запечь целиком курочку с картошкой, с морковкой и с тыквой. Ну, овощи положим. Вот. Но это еще не все. У нас еще будет одно блюдо. Это печень с тыквой. Не знаю, мы первый раз будем с тыквой что-то есть. Не, мы кашу ели. Ну, Ну, это кашу. банально каша. Ну, каша, она... Каша это каша. Писали, кстати, котлеты Ну, с тыквой. Фарш тыкву натираешь. Знаешь, как котлеты с кабачком, вот как-то я делала. Вот это котлеты с тыквой. Такое очень полезное. Допустим, дети у нас очень хорошо едят эти цукаты. Прям очень. Ну, как понять? Ну, Кубиками? просто. Нет, ну просто. Это пахнет Эту серединку. вообще. Эта середина не нужна, да? Да. Я просто уверена, что будет вкусно. Да. 100%. Так, еще туда картошку дольками и морковку. Сейчас смажем противень, и мне неудобно мешать тут. Я уже в противне перемешала. Ну, а теперь нашу курицу, она у меня мариновалась больше суток. Я делаю ее всегда с майонезом, чесночком, приправами, да. И
Ну, ни у кого так не получится, как у меня, правда? Ты Угу. мою курицу знаешь. Я ее всегда запекаю в противне. Или я ее пеку в такой форме. Но есть секрет немножко один. Надо чуть-чуть налить водички. И тогда она будет сочная. Больше секретов нет у меня. Еще я наливаю немножко воды, чтобы курица сочнее была. Она и сама еще сок пустит. И овощи быстрее приготовятся. Все. Будем отправлять нашу красотку в жаркие страны. Пришла помощница. Спать уже скоро. Да. Ну, уже почти спит, посмотрите на нее. Завтра в садик. Наконец-то. После болезни. И нога уже нормальная. У нас Да. тут вообще такие приключения. Она не были. хотела Это- показывать. Это надо было что-то вообще, я не знаю, это просто неволя называется. Не наступала на ногу, резко стала не наступать на ногу. Все, ну что делать? Думали, ну она притворяется. Дошло время до вечера. И она целый день скачет на одной ноге. Все, повезли ее в травмпункт. Думали, может трещина какая упала, может что. Сделали снимок, сказали, все отлично. Но, чтобы вы понимали, после этого она еще, наверное, сутки. Не, ну у нее Точно болело не что-то, наступала. но мы не видели и не слышали, что она где-то плакала, где-то Ну. ударилась. И она не признается, где она. И понимаете, ну не напухло, ничего. Я говорю, ну Ну. может трещина, надо ехать смотреть, ну мало ли, ну ребенок не ходит. Ну, короче, приключения это вообще. Мы же думали, гипс будет. Ну, я уже думаю, все будет гипс, с меня никакого помощника на хуторе, буду я дома на больничном. Ну, слава богу. Да, Ника? Она Может, просила вирусы? слезно, чтобы никто не снимал ее. Аккуратно, сейчас Актриса. потрясет. Лапка. Вот они царапают ее, дерутся с ней, а спать идут все равно вдвоем к ней. Спят, насыпав трюки. Мы как-нибудь утром покажем, как она ее будет. Лапка подвиньте. Лапку приносишь к ней, говоришь, лапка, буди Николь в садик, и все, она начинает ее там мурлыкать. Уходи. Муму. Уходи. Ника, попробуй мне расскажешь, как она. Что, вкусно? Ай, да ну. Серьезно вкусно? А ну как арбуз. Ну, прям. Ну, она сырую картошку может есть. Поэтому может и нормально. Так рассказывай, что ты делаешь. Так, второе у нас блюдо будет, это куриная печень с тыквой, с морковкой, с луком и с чесночком. Я думаю, мы потушим, туда еще выльем. У меня нет сливок, но я добавлю сметану. Это, считайте, одно и то же. И все, и такая, как подливка будет. Я уверена, что очень вкусно. Ну, когда я попробую. А лапка уже ждет это. Оно даже сладкое. Ну, так это ж, конечно, сладкое. Я ж люблю. Такой вкус неспелой дыни. Да. А знаете, кто еще Просто ел? не вяжется. Кто ел? Кого? Еще. Тыкву. Мы Кто? когда на цукаты чистили. Это вот все. Дед? Нет, матроски. Ну, просто Да. дыню? Тыкву. Да. Ну, Я такой. снимала. И оно пахнет арбузом. Ну, Правда? вот цукаты здесь я вообще уплетаю, да.
Вот это... Вкусно. Хотя я не ожидала, Вот что что. тыкву будут есть цукатами. Ну, едят. Живые витамины. Пришел еще один дегустатор. Попробуй, вкус чего это? Ну как, сладко? Или непонятно? Ну вкус чего? Что? Дайте еще раз попробовать. Мне вкус неспелой дыни. Мне не спелого арбуза. У меня спелого арбуза. А Тимуру? Нет. Непонятно? Сейчас скажу. Настя, сколько ты сейчас витамин съел? Просто миллион живых, настоящих. Ну как? Ну что похоже? Давайте морковку поедим. Морковь. Кстати, на морковку чуть-чуть похоже. Я Да? кролик. Где моя На самом деле похоже чуть-чуть на морковку. морковка? Тимур молодец. Мамочка, ты куда спрятала? Ну да, просто она слаще немного. Морковка, Морковка? ты куда спрятала? Витаминизированный вечер. Теперь морковку едим. Кролик ест морковку. Сладкая? Угу. Морковка вообще после тыквы сладющая. Да? Я вообще почти отличия не вижу, морковь или это тыква. Не, ну морковка слаще. Я сейчас попробую. Но вкусы похожие, ты прав. Все, печенку нарезала. Очень легко и быстро. Сейчас обжарю печенку, достану ее. Дальше обжарю лук, морковка, тыква, туда печенку. Все это потушу, добавлю сметану, чесночок, дотушу и все, и будет готово. Мы будем кушать. Смотрите. Даже можно не гадать, кто там за дверью. Лапка 100% спит, а это голодный Матроскин. Здравствуйте. Что у нас на обед? Просто Ты же чудо-кот. кушал. Уж еда. Уже лапушка спит. А этот никогда не спит. Этот ложится спать, когда мы спим. Самый последний ложится Ну, так спать. что тут вечером интересное раздают, скажи, да? С нами кушают всегда. Дети не дождались. Ну, я им пиццу делала, поэтому они не особо и ждали. Ну, мы будем пробовать. А мы сегодня поздно ужинаем. Ну да. Я вот смотрю. Вкуснее даже выглядит, чем картошка. Ну, конечно. Печенку попробуй. Знаешь, очень вкусно. Прям очень вкусно. Очень вкусно.
Такой непередаваемый вкус. Можно брать на заметку, на самом деле. Такой, знаешь, даже не могу передать вкус. Как мягко. Он так разваливается, полностью приготовилась, просолилась, и картошка взяла вкус. Они друг друга взяли вкус. Поэтому очень вкусно. Молодец. Тебе 10 за это блюдо. Спасибо. А печенка? Печенка вкусная, мягкая такая. Обычно, знаешь, я помню со школы печенку. Так там свиная была. Так я Куриная. поэтому раньше я вообще печенку не любил, потому что она только внешне вкусная всегда была, внутри такая сухая, соленая. А ты как начал мне готовить, я вообще другие вкусы начал ощущать. Во всем. Я даже что я раньше не любил? Суп гороховый не любил. Что еще не любил? Рассольник. А рассольник не любил. А сейчас я все ем. Очень вкусно ешь. Все, друзья, мы будем ужинать. Встретимся завтра. Пробуйте. Очень вкусно получилось. Может, хватит? Что, уже все Больше тыквы нету. Друзья, тыква и картошка. вместе? Если кто-то не пробовал, вы обязаны это попробовать. Просто обязаны. Это очень вкусно. Единственное, что я думал, что курица возьмет тыквый вкус, да? Но она вообще что-то никак. Но картошка с тыквой. Это просто шедевр. Остановись. Все, больше не буду. Тыквы нет, просто. Ну да, очень вкусно. Знаете, на что похоже? На запеченный кабачок. Я очень люблю лодочки с кабачка. Просто я их готова есть и не Да, но останавливаться. только кабачок тверже. Ну А да. тыква, она просто... Она просто тает во рту. Точно нету больше? Нету, и морковка вкусно. Все получилось вкусно. Все, до завтра. До завтра. Цукаты готовить это долго. Мы с вами поварили их раз. Я говорила 3 минуты и выключили. Они полностью остыли. Мы их поварили 2. Тоже 3 минуты. И вот они, когда полностью остыли, к сожалению, у меня не было. Бабушка на друшлаг стек весь сироп. И эту красоту выложили в сушилку. Сушили вчера день, на ночь выключали на всякий случай, и сегодня. И красота вот такая, из 5,5 килограмм. Вот одна сушка. Будешь пробовать? Держите. Пробуйте вместе с нами. Угу. Вкусно, да? Вкусно. Лучше любых конфет. А самое главное, дети едят. Это самое важное. Да? Очень вкусно. Ну так вот, и с чаем попьешь. И просто поешь. Вкусно. Поэтому готовьте. И Подробный храниться рецепт. же они будут, ну, долго. В С банку, ними да? ничего не случится. Складываешь в банку и все. Поэтому рецепт будет подробный в описании. Вони будуть Ничего такі сложного. м'які, не засохші. Да, то есть их надо еще досушить до такой, чтобы они прям сильно не высохли, их же кушать надо. Ну, как цукаты, они должны быть мягкие внутри. Поэтому готовьте. Это очень вкусно.
Продолжаем штукатурить печь. Замешиваю по одному мешочку, потому что мне удобно так. У меня так получается, что ширина сетки метр. И вот ровно я сверху донизу одним мешком штукатурю метр стены. И сразу сюда ложу сетку и разравниваю ее. Чтобы раствор там не высыхал, ничего. Я быстренько этим делом занимаюсь. Потому что после того, когда замешали раствор, время работы 1,5 часа, и он начинает терять свои свойства. Немножко тормозит, что нужно вот так вот под балками дорезать кусочки. Здесь я уже заштукатурил, вот здесь. И продолжаем, нам остается 1 метр. Все, друзья, черновая стяжка на финишной прямой. Конечно, что я хочу сказать. Что вчера я когда работал, я не ощущал сложностей. Но сегодня у меня очень сильно болят руки. Это для меня новая работа. Да, я штукатурил, шпаклевал с папой дом наш, но это не то. Работа именно вот с этой штукатуркой, это вообще другое. Руки, конечно, я уже, наверное, завтра не подниму. Заброшенный хутор, где лес дышит глушью, озеро дикое смотрит в окно, тропы забыты, в траве только стужа, эхо лишь шепчет, здесь было давно. Но мы оживим, мы дадим ему имя, здесь будет тепло, здесь будет свет. Хутор уснет и проснется иным, заброшенным больше он не станет, нет. Все, дорогие друзья, стена на 99% готова. Почему? В следующий раз, когда я приеду, она подсохнет, я ее
теркой подотру все неровности. Тут есть немножко торчат такие, я не хочу уже портить, но все постирается. Еще раз посмотрю, может быть где-то под штукатурю. И в принципе готово. Я сам удивлен, что у меня так быстро получилось. И считаю так, что для первого раза, с тем учетом, что я вот таким делом никогда не занимался, ну, я результатом полностью доволен. Даже получилось так, что максимально я скрыл все неровности. У нас здесь торчало, здесь была яма, вот здесь была яма, вот здесь была яма. Так получилось, что максимально у меня вышло выровнять. Да, не в уровень, но получилось хорошо. Ну а я, дорогие друзья, на этом буду заканчивать нашу серию. Спасибо, что ее посмотрели. Поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на нас, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые серии. А мы всех любим, всех обнимаем. Всем пока, до новых встреч.